Приветствую вас, дорогие зрители, на Гипноканале. Сегодня мы рассмотрим чрезвычайно важную тему, которая интересует многих. Противопоказания для гипнотерапии и как обеспечить эффективность и безопасность этого уникального метода. Но для начала подпишитесь на мой канал и поставьте лайк под этим видео, потому что тогда больше людей смогут ознакомиться с этой важной и полезной информацией. Прежде чем мы раскроем тему противопоказаний, позвольте мне дать вам краткий обзор гипнотерапии как неотъемлемой части современной психотерапии. Гипнотерапия базируется на использовании гипноза для воздействия на психическое состояние человека с целью улучшения его физического и психического здоровья. Гипноз позволяет обращаться к подсознанию, где находятся внутренние ресурсы и возможности саморазвития и самопознания. Однако, так как и у каждого человека есть уникальные особенности, важно понимать, какие условия могут стать противопоказаниями для гипнотерапии. И если вы готовы об этом узнать более подробно, то устраивайтесь поудобнее, расслабьтесь, следите за моим голосом, и вместе мы погружаемся в мир гипноза и гипнотерапии. Поехали! Гипнотерапия – это уникальный и эффективный метод лечения, использующий гипноз для воздействия на психические и физические состояния человека. Гипноз как таковой – это состояние сосредоточенности и увеличенной чувствительности к подсознательному уровню. В гипнотерапии используют это состояние, чтобы помочь людям решать проблемы, преодолеть стресс, а также улучшить разные аспекты их жизни. Основной принцип гипнотерапии состоит в том, что под влиянием гипноза пациент может легче обращаться к своему внутреннему «я» и ресурсам, помогающим в решении тех или иных вопросов. Важно отметить, что гипнотерапия не загадочная наука или магия. Это серьезный метод, подтвержденный многочисленными исследованиями и клиническими испытаниями. И здесь я хочу рассмотреть как противопоказания в гипнотерапии, так и вопросы, связанные с ее эффективностью и безопасностью. Так что оставайтесь со мной, и я расскажу об эффективности данной практики. Продолжая наше исследование гипнотерапии, поговорим об эффективности этого метода. Важно понимать, что гипнотерапия может быть очень эффективной для ряда задач и ситуаций. Вот некоторые моменты, подтверждающие это. Результаты исследований и клинические случаи. Многие научные исследования подтверждают эффективность гипнотерапии в лечении различных состояний, таких как стресс, депрессия, фобия и многие другие. Клинические случаи свидетельствуют о положительном влиянии гипноза на пациентов. Преимущества гипнотерапии по сравнению с традиционными методами. Гипнотерапия может быть особенно эффективна там, где другие методы могут оказаться менее успешными. К примеру, она может помогать при управлении болью, улучшении сна, а также в решении проблем, связанных с зависимостями. Важно понимать, что эффективность гипнотерапии
может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей каждого человека. Однако положительное влияние гипноза на многих пациентов делает его значимым методом лечения. В следующей части мы поговорим о том, какие противопоказания могут быть при назначении гипнотерапии. Теперь, когда мы углубились в мир гипнотерапии и рассмотрели ее эффективность, давайте обратим внимание на противопоказания для использования этого метода. Хотя гипнотерапия в основном безопасна и эффективна для большинства, существуют обстоятельства, когда она может быть не рекомендована или даже противопоказана. А именно, первое – медицинские состояния, эпилепсия и склонность к судорогам, сердечно-сосудистые заболевания, психические расстройства, такие как шизофрения или биполярное расстройство. Второе. Некоторые психические состояния и особенности. Пониженный уровень интеллекта или ограниченная способность к концентрации. Тенденция к большой уязвимости и легкой суггестии. Третье. Медицинские процедуры и обстоятельства. Беременность и период кормления грудью. Физическое состояние, которое может осложнить сосредоточенность или комфорт пациента. Если кому интересно знать, то у меня есть видео, где я рассказываю о возможных побочных эффектах в гипнозе. Теперь, когда мы определили противопоказания для гипнотерапии, давайте поговорим о важности обеспечения безопасности при проведении гипнотерапевтических сессий. Безопасность является ключевым аспектом успешного и эффективного применения гипноза в лечении. На что же нужно обратить внимание? Первое. Компетентность гипнотерапевта. Гипнотерапевт должен иметь соответствующую сертификацию. Важно, чтобы специалист имел опыт работы с конкретными проблемами и умел адаптировать подход к индивидуальным потребностям пациента. Второе. Среда и удобства для пациента. Гипнотерапевтические сессии должны проводиться в спокойной и комфортной среде. Важно обеспечить конфиденциальность и поддержку для пациента во время сессий. Третье. Индивидуализированный подход. Каждый клиент уникален, поэтому важно учитывать его индивидуальные особенности и потребности во время проведения гипноза. Гипнотерапевт должен внимательно слушать пациента и адаптировать сессии в соответствии с его реакциями и ощущениями. Дальше я расскажу, как лучше подготовиться к первой сессии гипнотерапии, чтобы вы могли максимально уверенно и комфортно использовать этот метод для улучшения своего здоровья и благополучия. Теперь, когда мы рассмотрели вопросы безопасности и важности компетентности гипнотерапевта, поговорим о том, как подготовиться и что ожидать во время первой гипнотерапевтической сессии. Первая встреча с гипнотерапевтом может определить ваш опыт и повлиять на результаты лечения. Заранее выясните ожидания.
Перед сессией обсудите с гипнотерапевтом ваши цели и ожидания от лечения. Это поможет подготовить план работы и обеспечит более эффективную сессию. Открытость и доверие. Важно открыто общаться с гипнотерапевтом и доверять ему. Это поможет улучшить результаты и создаст атмосферу сотрудничества. Понимание процесса гипноза. Перед сессией гипнотерапевт разъяснит вам основные аспекты гипноза и ответит на все интересующие вас вопросы, чтобы вы чувствовали себя комфортно и информированно. Готовность к упрощению. Будьте готовы к упрощению своих мыслей и эмоций. Гипнотерапия помогает работать на уровне подсознания, и важно открыться этому процессу. Удобная одежда и среда. Одевайтесь удобно, ведь комфорт и расслабленность важны во время гипнотерапии. Обеспечьте тихую и спокойную среду для сессии. Помните, что первая сессия – это знакомство с гипнозом, и важно будет выяснить все ваши вопросы и уточнить детали для максимальной эффективности вашего лечения. Итог. Теперь, когда мы разобрались с ключевыми аспектами гипнотерапии, давайте подытожим. Гипнотерапия – мощный инструмент для решения различных проблем и улучшения психического и физического состояния. Она основывается на использовании гипноза, позволяющего глубже влиять на подсознание и решать проблемы изнутри. Мы обсудили эффективность гипнотерапии, отметив, что она может быть особенно полезна для лечения стресса, депрессии, фобий и других проблем. Также важно учитывать противопоказания, чтобы обеспечить безопасность процедуры для каждого клиента. Безопасность при гипнотерапии зависит от квалификации гипнотерапевта, создания комфортной среды и открытости пациента к процессу. Важно понимать, что гипнотерапия – это взаимное сотрудничество, и ключевую роль играет ваша готовность предаться этому процессу. Благодарю вас, дорогие зрители, за внимание к этому видео о гипнотерапии. Надеюсь, что вы нашли ответы на ваши вопросы и получили полезную информацию. Гипнотерапия – уникальный метод, который может открыть новые возможности для улучшения вашего физического и психического благополучия. Если вы хотите больше узнать о противопоказаниях в гипнотерапии, то в моем блоге гипнотерапевта есть еще статья на эту тему. Ссылка под видео. Напишите в комментариях «Я гипнабельный». Я буду знать, что вы досмотрели это видео до конца. И, конечно же, вы всегда можете записаться на бесплатную консультацию. Ссылка также в описании под этим видео. Не забудьте подписаться на мой канал. Нажмите на колокольчик и в выпадающем списке выберите все, чтобы не пропустить мои новые видео. Желаю вам гармонии, успехов в ваших стремлениях и признательна вам за разделенное со мной время. До встречи в следующих видео.